Анатолий Оноприенко является наряду с Чикатило одним из самых кровожадных убийц бывшего Советского Союза. Так же, как и Чикатило, он широко известен на Западе. На пике своей известности, в середине 90-х, он возглавил рейтинг самых кровожадных убийц последних 2 веков по данным информационного агентства «Франс Пресс». В современной России ежегодно пропадает без вести около 20 тысяч человек, в том числе детей. Их не находят. Послушайте документальный рассказ о житомирском извращенце, чтобы знать психологический портрет преступника. Возможно, когда-нибудь это поможет спасти чью-то жизнь. Анатолий Оноприенко родился 25 июля 1959 года в небольшом селе Ласки Житомирской области. Мать Толя умерла, когда ему еще не было и 5 лет, а отец к этому времени уже ушел из семьи. До 7 лет он жил с дедом и бабушкой, потом воспитывался в приюте. Детство Оноприенко было нелегким и безрадостным, он был лишен семьи, и это, возможно, повлияло на становление его как грабителя и серийного убийцы. Молодость у будущего маньяка была вполне обыденной. После приюта учился в техникуме на лесника, не закончил, пошел в армию. Отслужив под Ленинградом, вернулся на Украину, учился в мореходном училище в Одессе, а после до 1986 года ходил матросом-мотористом на нескольких судах. После увольнения с флота работал начальником пожарной охраны в городе Днепропрудной Запорожской области. Оноприенко начал свою карьеру в 1989 году, промышляя грабежами со своим сообщником Сергеем Рогозиным, ветераном Афгана. Первыми его жертвами стали муж и жена, которых Анатолий застрелил, когда те шли к своей машине. Позже, на суде, Оноприенко скажет, что не получил от убийства ни удовольствия, ни выгоды. Всего в 1989 году были убиты 9 человек, все убийства были совершены схожим образом. Оноприенко просто расстреливал свои жертвы. Среди прочих погиб 11-летний мальчик, спящий в машине. Вместе с ним были застрелены и другие пассажиры, 4 человека. Все тела Анатолий сжег. Об этом эпизоде Оноприенко скажет, что у него не было намерения убивать людей, целью нападения было простое ограбление. После этого года в кровавой серии Оноприенко наступил длительный промежуток. С 1989 по 1996 год он нелегально, без визы, путешествовал по Европе, откуда был 2 раза выслан, из Германии и из Австрии. Мало известно, чем занимался Оноприенко в этот отрезок времени, по его собственным словам, он был простым рабочим. Однако существует версия, по которой Анатолий жил разбоем, кражами со взломом и мелкими ограблениями, скорее всего, она абсолютно соответствует действительности. Впрочем, подтверждений тому, что в Европе Оноприенко мог убивать, нет, сам он это категорически отрицает. Продолжил свои убийства он уже в Украине, когда окончательно вернулся туда, в конце 1995 года. Теперь убийца действовал без сообщников, хладнокровно, по четкой, хорошо отработанной схеме. В нем нет ни капли жалости к своим жертвам, о чем он не раз скажет на суде. «Я никогда не сожалел ни о чем, и я ни о чем не сожалею сейчас». Вот его собственные слова. Свою новую серию, которая станет действительно ужасающей, Анатолий Оноприенко начинает на западе Украины с убийства Николая Зайченко и его семьи. Зайченко, его жена и 2 детей были хладнокровно застрелены, как и предыдущие жертвы маньяка. Оноприенко поживился обручальными кольцами, кое-какими драгоценностями, теплыми вещами. Уходя, он поджег дом. Об одном из своих убийств Оноприенко сам рассказывал так: когда все уже спали, вошел. Сначала застрелил хозяина, потом его жену, которая умоляла: «Не стреляй», зарезал 6-летнего и задушил 3-месячного малыша. Потом поджег дом. Как видно, в убийце не было ни капли жалости даже к своим жертвам детям. Следующие убийства были совершены в последний день года, 31 декабря 1995 года. Семье Крючковых так и не удалось отметить праздник. В их дом ворвался маньяк с ружьем. Семейная пара и 2 молодые девушки, их дочери-близняшки, стали новыми жертвами убийцы, которого прозвали Терминатором. С такой легкостью расправлялся он и со взрослыми мужчинами, и с их семьями. Тело одной из девушек найдено на кухне. Перед смертью она была настолько напугана, что прокусила себе руку до кости. Ее матери Оноприенко отрубил палец, не мог снять обручальное кольцо. И из этого дома преступник забрал немногие дорогие вещи, и этот дом сгорел дотла вместе со своими мертвыми хозяевами. Маньяк практически всегда действовал одним способом.
Тем же праздничным днем, который для жителей тихого села Братковичи обернулся неслыханной трагедией, и все тем же способом были убиты еще двое мужчин, которые, возможно, были свидетелями предыдущей бойни. Не прошла и первая неделя нового, 1996 года, а Анатолий Оноприенко уже продолжил свои ужасающие похождения. 5 января в Запорожской области убиты 4 человека. Двое мужчин в сломавшейся машине, случайный пешеход и постовой милиционер. Еще 4 стали жертвами убийцы на следующий день. У застреленной женщины Оноприенко помимо колец и сережек снял туфли и забрал 2 сумки с продуктами. Все преступления были совершены у шоссе Бердянск-Днепропетровск, в основном Оноприенко убивал людей в припарковавшихся машинах. 17 января Оноприенко вновь наведывается в Братковичи. Село, ставшее главной ареной действий бессердечного маньяка, потеряет 7 человек. Для семьи, состоящей из 5 человек, 2 взрослых, 2 пожилых человек и 6-летнего ребенка, и еще 2 случайно встретившихся Оноприенко людей, этот день станет роковым. В это время убийца жил у своего двоюродного брата Петра в военном городке Яворове всего в 30 километрах от места совершения своих преступлений. Там же Оноприенко знакомится с Анной Казак, разведенной женщиной чуть младше его самого. Она работает парикмахером, имеет собственную квартиру, у нее 2 детей. Буквально с первого взгляда влюбившись в Анатолия, она приглашает его переехать жить к себе. Женщина счастлива, что смогла встретить такого мужчину, как Анатолий, рассудительного, спокойного, надежную опору в жизни. Разумеется, у нее не возникает ни малейшего подозрения по поводу другой жизни любовника, а тот, то под предлогом поездки к брату, то просто по делам, колесит по стране, вырезая целые семьи. 4 человек, 2 из них дети, застрелены в Киевской области 30 января. Спустя 3 недели в Облевске в Житомирской области убита семья Дубчак. Отец и сын выстрелом из ружья, мать и дочь до смерти забиты молотком. 27 февраля в Львовской области убита семья Бондарчук, 2 детей Оноприенко зарубил топором и их соседа. Последнее свое убийство преступник совершил 22 марта 1996 года, традиционным способом лишив жизни семью неподалеку от все тех же Братковичей. Еще 5 человек добавил Оноприенко к своему кровавому счету, 1 ребенка, буквально вспоров ножом от живота до горла. Украинская милиция работала в повышенном режиме. Маньяка теперь стало ясно, что это один человек, а не группа сообщников, как полагали сначала. Необходимо поймать во что бы то ни стало. По словам его адвоката Руслана Машковского, сказанным много лет спустя, остановить убийцу можно было еще в начале его кровавого разгула в 1989 году. Тогда Рогозина и Оноприенко уже практически обвинили в совершении нескольких убийств, все улики были налицо. Однако в последний момент все сорвалось, по неизвестной причине копать под Оноприенко перестали. Подробнее об этом эпизоде можно прочесть в интервью Машковского, где содержится достаточно интересная информация и о деле, и о суде. Наконец, спустя месяцы трудоемкой работы, проделанной правоохранительными органами, убийцу удалось вычислить, стало известно, где он проживает. Облава на преступника стала самой масштабной за всю историю Украины, к делу были подключены спецподразделения, вооруженные тяжелым оружием, всего было задействовано около 2000 человек. Все эти меры оказались лишними. 16 апреля Оноприенко, даже не подозревающий, насколько масштабная охота за ним развернута, спокойно открыл входную дверь квартиры Анны Казак. Ворвавшиеся милиционеры мгновенно скрутили Анатолия. Так страшной серии убийств, начавшихся еще в СССР и продолжавшихся 6 кровавых лет, был положен конец. После этого Оноприенко долгое время содержался в одиночной камере, воспользовавшись значительной задержкой в начале судебного процесса, которые, к несчастью, нередко случаются в отечественном правосудии. Большую часть времени заняла подготовка сторон к суду, так как объем дела составлял огромное количество томов, кроме того, роль сыграли некоторые проблемы с финансированием. Необходимо было оплатить проезд и проживание большому количеству свидетелей. Наконец, 24 ноября 1998 года процесс начался. Как уже было сказано, адвокатом Оноприенко был Руслан Машковский. Кстати, во время процесса преступник просил заменить ему адвоката на более опытного и независимого, однако его просьба была отклонена.
Вокруг суда над терминатором разгорелся невероятный ажиотаж. Зал заседаний практически всегда был переполнен, во время слушаний люди толпились вокруг здания суда. Самого убийцу приходилось защищать не менее тщательно, чем окружающих людей от него. Практически все желали Оноприенко смерти, при этом многие заявляли, что она должна быть мучительной. Во время слушания Оноприенко вел себя достаточно вызывающе. Он отказывался называть свою национальность, называл себя заложником правосудия, не давал показаний. В то же время он совершенно спокойно признавал убийство более 50 человек, больше того, как будто гордился ими, приписывая себе еще больше. Он совершенно спокойно рассказывал об убийстве им маленьких детей, заявляя при этом, что они не вызывали в нем ни капли сострадания, ни эмоционального всплеска, в общем, никаких эмоций. Объяснял свои преступления убийце тем, что некий голос свыше приказывал ему убивать. Верится с трудом, кроме того, подобная отмазка преступников далеко не нова, вспомним хотя бы Дэвида Берковица. Вообще о побуждениях к убийствам Оноприенко говорил много и достаточно надуманно. Если верить его словам, получается следующая картина. Убийцей было запланировано 3 серии убийств, каждая направлена якобы во благо. 9 жертв в первой против умирающего коммунизма, 40 во второй против неонационализма и более 300 в третьей против чумы 21 века. Объясняется это тем, что покойников поминают на 9 и 40 дни, а также каждый год. Первая серия была совершена вместе с Сергеем Рогозиным. Его роль в этой мистической истории Оноприенко не объясняет, но, действуя в одиночку, убийца перевыполнил план. На его счету 43 человеческие жизни. Очередной кровавой череде помешал арест, спасти человечество от чумы благодетелю не удалось. Очевидно, в общем-то, что бредни Оноприенко преследовали несколько целей, как то выставление себя более ненормальным, чем оно есть на самом деле, или обыкновенная игра на публику. Впрочем, его слова о многих новых жертвах, скорее всего, не были пустым звуком. Своему адвокату же, с его слов, подсудимый заявил, что совершал свои убийства из-за желания поживиться. Это, впрочем, тоже сомнительно. Никакой особенной прибыли от преступлений не было. Так или иначе, процесс над маньяком продолжался. Суд длился около 4 месяцев и закончился вынесением Оноприенко смертного приговора 3 марта. Судье пришлось зачитать приговор несколько раз, так как многие люди выкрикивали с места оскорбления и проклятия в адрес подсудимого, и в зале заседания стоял невероятный шум. Приговор о расстреле Оноприенко встретил, спокойно уставившись в пол. Его сообщник Сергей Рогозин был приговорен к 13 годам лишения свободы, обвинение просило 15. В 2000 году на Украине был введен мораторий на смертную казнь, приговор не был приведен в исполнение. Однако жители Житомира и других украинских городов организовали сбор подписей под обращением к президенту Кучме, призывающим приостановить действие моратория специально для Оноприенко. Эти требования выполнены не были. С тех пор прошло уже много лет, а он все так же содержится в житомирской тюрьме. Охранники говорят, что преступник много читает, ведет себя сдержанно и прилично и надеется когда-нибудь выйти на свободу. Однако хочется верить, что это никогда не произойдет, ведь однажды Оноприенко сказал: «Если мне удастся выйти, я снова начну убивать». А вообще для таких, как Оноприенко, нужны отдельные учреждения и условия содержания. Что думаете об этом вы, зрители нашего канала, напишите в комментариях. А также не забудьте поделиться этим видео в ваших соцсетях, нажать кнопку подписки и колокол для уведомления о новых фильмах. Прошу перейти на другие видео, которые вы сейчас видите в конечных заставках.